Всем привет! Вы на канале 88 клубков, канал по вязанию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Сегодня хочу показать, как крючком из трикотажной пряжи связать вот такую сумочку-таблетку. У меня кожаная фурнитура, по желанию можно любой оснастить ее. Она очень хорошо держит форму, рисунок очень плотный. Сумочка получается просто замечательная. Итак, приступим. Для изготовления сумочки-таблетки нам понадобится трикотажная пряжа. У меня изнаночная намотка. Этой пряжей я вяжу первый раз. Она меня очень порадовала. Характеристики у нее очень хорошие. Все плюсы, необходимые для вязания этого узора. Ссылку на производителя и где можно купить, я оставлю в описании. Потребуется больше одного мотка, почти 2. Дальше у меня фурнитура. Это застежка, клапан, ручка и вот такие вот петельки кожаные. Бирка, это по желанию, все индивидуально. Ножницы, крючок номер 6 и нитки с иголкой в цвет либо фурнитуры, либо пряжи. Приступим. Вязать узор я хочу с учетом подачи нити, чтобы скрученная нить оставалась внутри, наружу не попадала. Поэтому периодически нам нужно разматывать клубок. У меня нет клубочницы, поэтому я делаю вот это так. Каждый раз подматывая необходимый метраж. Немножко подтягиваю нить. Не люблю вязать из плоской нити. Люблю, чтобы она немножко была фактурная. И приступаем. Кольцо амигуруми. Набрасываем нить на пальцы, игнорируя мизинец. И выводим ее наверх, выворачивая скруткой на нас. Вводим крючок, вытаскиваем петлю и провязываем один столбик без накида. Вот первая петля. В кольцо амигуруми вяжем 6 обычных столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Складываем пополам и стягиваем. Не сильно затягиваем. Сейчас мы будем вязать рисунок в центр, поэтому нам нужно немножко свободно. Соединяем кольцо, вводим в первую косу крючок, вытягиваем и закрепляем воздушный. Теперь туда, куда соединяли, мы вводим крючок еще раз. И 6 столбиков нам нужно получить 12, значит в каждую провязать 2. Первый вытащили и второй из середины протягиваем. Потеснее сдвигаем, потому что сюда же нужно провязать второй. И в середину вытаскиваем. Следующий. И в середину. Потеснее. Сюда же еще один. Так, до конца ряда из 6 мы получим 12. Последние 2 столбика идут не в косичку, а вот здесь такое соединение, имитация. Чтобы покрепче проводим крючок так, в середину и сюда же еще одну.
Теперь нужно туго-туго стянуть кольцо. Делаем это, подравнивая. Вот что вышло. Теперь соединяем. Вводим крючок не вот эту косичку, которая немножко на бок сходит, а в ту, которая смотрит точно вверх. Соединили и воздушной закрепили. Вот так. Сейчас этот хвост ввяжу в полотно. И первый столбик следующего ряда идет туда же, где было соединение. Выводим нить и возвращаемся в предыдущую, вот сюда. В прошлом ряду мы сюда вязали вот эту первую. То сюда крючок пройдет легко, потому что там уже отверстие провязанное. Вот он, первый. В этом, в третьем ряду, мы будем делать прибавки через одну. Двойная одинарная, двойная одинарная, двойная одинарная. Все, поехали. Сейчас двойная будет. Сюда же в предыдущую крючок. И сюда же второй раз. Так вяжем до конца ряда. Сейчас одинарная, потом двойная. Подхожу к концу ряда, и у меня приходится на последнюю добавку. Делаю ее двойной. Сюда же вторую. И сейчас буду соединять ряды. Ввожу крючок вот сюда, не в эту петельку, а в следующую. Закрепляю воздушной. И следующий ряд. Следующий ряд, каждый последующий ряд нам нужно определять, куда мы будем прибавлять. Прибавлять мы будем по спирали. То есть, если вот она была прибавка, сейчас она будет в следующую. Вот она, двойная, значит, в следующем ряду будет в следующую. Сдвигаться ни в коем случае не делаем прибавки над прибавками. Итак, сейчас на эту петлю приходится двойная, потому что вот она, двойная прошлого ряда. Вводим сюда же крючок, куда соединили, вытаскиваем. Теперь в предыдущую вытаскиваем, провязываем сюда же еще одну. Вот она прибавка. Теперь 2, одна в одну, потом еще одна прибавка. Одна, вторая, сейчас будет сюда добавление. Вяжем двойную. Вот она оказалась, следующая за добавочной. И так до конца ряда. Вяжем 2, потом в третью двойную, 2 в третью двойную. На последнюю петлю ряда приходится одинарная. Провязываем ее. И будем соединять. Последний раз соединение рядов показываю, не в эту, а в следующую, которая смотрит ровно вверх круга. Закрепляю. Теперь сюда же нам нужно будет провязать первую следующего ряда. В предыдущую. Вот она. Нужно увидеть, где прибавка. Вот она, двойная. Значит, прибавлять будем
за ней. Прибавки над прибавками не делаем. Вот провязали 2 прибавки. Сейчас будем добавлять двойную. Вот. Теперь в этом ряду через 3. Сейчас двойная, 3 на 4 двойная, 3 на 4 двойная до конца ряда. Последняя петля этого ряда. Соединяем. Потуже, чтобы не было видно стыка соединений. Закрепляем и переходим к вязанию следующего. Здесь уже будет прибавки через 4, одинарные на 5 двойная. При этом нужно определить, где будет первая. Первая прибавка, вот двойная в прошлом, будет сюда. Вяжем до туда. Тут не очень туго вытягиваем каждый раз. Вот. Следующую теперь добавляем. 1, вторая сюда же. Вот они, 4, двойная, 4, двойная. Получается, что добавка у нас будет в последнюю. Вяжем до конца ряда. Я уже соединила этот ряд. Получилось, что последняя в прошлом была двойная. Значит, в первую нужно делать прибавку. Вяжем ее. Сюда же вторую. И начинаем вязать через 5, шестую двойная, 5, шестую двойная. Еще один ряд. Очередной ряд провязан. Делаем соединение. Приступаем к следующему. Здесь двойная была первой в том ряду. Значит, вяжем 2, 1 в 1. И следующую делаем прибавку. 1, вторая. Вот. Теперь 6 одинарных на 7 двойная. 6 одинарных на 7 двойная. До конца ряда. Каждый ряд можно себя контролировать, считать столбики. Количество столбиков каждый раз должно быть кратное 6. Следующий ряд. Ищем первую прибавку. Вот она двойная. Значит, сюда. Вяжем до того места. Без добавлений. 1 в 1. Вот. Прибавка в нее провязана. Следующая 2. 1. И сюда же вторая. Теперь добавлять будем через каждые 7 петель.
7 1 в 1 на 8 добавляем, 7 1 в 1 на 8 добавляем, так до конца круга. Я закончила свой последний круг. Этого размера мне достаточно. Не соединяю, отрезаю нить, отмерив 5 полных оборотов вокруг изделия. Такой длины нам нужен отрез. Отрезаем и имитируем стык. Вводим крючок в первую петлю, как для соединения, и втягиваем туда весь отрезанный край. Угу. Вот, и уводим обратно вот сюда. Угу. Так, и получается имитация стыка. Вот она. И начинаем обвязку изделия. Вводим крючок, захватываем и обвязываем по всему периметру, не затягивая и не слишком слабо. Заканчиваю ряд обвязочный. Также имитацией соединения петли. В первую ввожу крючок, вытаскиваю край и возвращаю его. Сейчас нужно изделие хорошенько отпарить с изнаночной стороны и дать ему полностью остыть. Я отпарила свою заготовку. Теперь край нити пришиваю к клубку, стык в стык, потом этот шов спрячу под вязание и начинаю обвязку. Ввожу нить, вот она коса по лицу, коса по верху, в середину этой косы. Теперь провожу под всеми нитями здесь, вот они, вот, и забираю, провязываю воздушную. Все, это первое. Следующую то же самое, в середину. Вот. И так до конца ряда. Жесткость приобретает наша сумка. Это будет ребро жесткости. Здесь туго, толсто будет. Вот в середину. Вот эти все тоже под них крючок. Провязываем весь ряд так. Я дошла до конца ряда. Соединяю ряды точно так же, как и на протяжении вязания круга. И стараюсь вязать с тем же натяжением нити, чтобы не затянуть изделие, не затянуть нашу таблетку. Теперь нам нужно вернуться к вязанию рисунка. Что я делаю? Сюда же, куда соединяла, вытягиваю. И туда же, где крепилась к кругу, только в предыдущую провязываю. Еще раз. Следующее вытаскиваю. И предыдущая петля, где начиналась стенка сумки. И так по всему кругу я вяжу без добавлений. Я довязала второй ряд стенки сумки, но не закрепила петлю. Отмерила 6 длин оборотов изделия. И теперь делаю фальш петлю.
Вытягиваю край, увожу в первую этого же ряда петлю и увожу вот сюда, обратно, откуда она и выходила. Все. Теперь точно так же перематывайте видео и вяжите вторую половину. Они должны быть абсолютно одинаковые. Пересчитывайте петли. 6 прибавок дает возможность контролировать из ряда в ряд, пересчитывая петли. Всегда количество их должно кратно 6 быть. Часто я вяжу половинки одновременно, ряд за рядом. Так себя контролирую и сверяю их размер. Таким образом у меня уже готова вторая часть. И сейчас я буду их сшивать. Периметр моей половинки 54 петли. Поэтому сейчас мне нужно сделать пройму сумки. Она составит 24 петли. И обработать ее обвязкой. Край нити вот он. Я ввожу крючок, вытаскиваю и начинаю обвязывать 24 штучки для того, чтобы был красивый край у места, где сумка будет открываться. Красивый и плотный. Двадцать 24 таких нам нужно сделать. Готово. Теперь беру вторую половину. На второй половинке нити все спрятаны, я не оставляла нити. Единственное, что могу вам сказать, там, где проходит шов на половинке, ориентируйте его в центр открывания сумки, потому что это место более жесткое. И сюда можно будет пришить потом фурнитуру, в моем случае кожаную, и будет плотность у изделия в этом месте гораздо больше. Теперь сшиваем половинки. В кромочную косу вводим крючок посередине и за внутреннюю. Здесь то же самое с этой стороны. Вытягиваем рабочую нить и продолжаем эту косу, образуя шов между половинками. Здесь важно не перетянуть и не связать очень слабо, с тем же натяжением нити, что и все изделие. Я чередую половинки, сначала в одну ввожу, потом в другую, потом в другую, то есть чередую. Вот крючка, каждая следующая петля в другую половинку у меня входит. Вот так сшиваем сейчас до вот этого момента, где мы начали делать обвязку. Я дошла до конца. Вот мое начало. Здесь можно тоже имитировать стык. Вот так. И тем самым закрыть вот эту дырочку. Я ввожу рабочую нить, вытаскиваю и возвращаю ее сюда же, откуда она пришла. Вот. Теперь мне нужно продолжить в эту же последнюю петлю обвязки и возвращаюсь. Сейчас нужно будет вторую половинку точно так же обвязать. И обвязываю до конца, вот здесь, до проймы, теми же самыми стежками. Я дошла до конца обвязки, вытаскиваю петлю. И сейчас здесь будем ее встраивать
как фальш. Проводим сюда. Под петлю сшивания половинок. И вот уводим обратно, откуда был край нити. Так, что-то тут. Вот. Смотрим, что получилось. Подтягиваем. Вот так аккуратно это выглядит. И теперь подшиваем, отрезаем, прячем край и перейдем к фурнитуре. На этапе пришивания фурнитуры, работы с фурнитурой, все ниточки должны быть спрятаны, все подшито иголкой, нигде ничего не выскочить и не торчать должно. Вот он наш шов сумочный и обвязка. У меня кожаная фурнитура. Я буду пришивать петельки по бокам для кожаного ремня и застежку клапан. Но здесь самое важное сделать это аккуратно и очень крепко. Спрятать также все ниточки внутри. Каждый стежок я закрепляю и пришивать буду в цвет моей фурнитуры нитью. Нити заведомо я вдену в иголку в 4 раза сложенную. Сумочка готова, фурнитура пришита, все нити спрятаны и закреплены. Осталось вшить в нее подкладку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет еще много интересных видео. Всем спасибо и пока, до встречи.